Приветствую всех страйболистов, любителей поковыряться в приводах своими собственными ручками разной степени кривизны. Сегодня речь у нас пойдет о цимоглоке, вернее о трассерной подсветке в камере хопа. Когда-то давно я решил сделать себе похожую подсветку и даже нашел на просторах YouTube видео, где один очень толковый гражданин пошагово объяснял, как это сделать. Соответственно, по его инструкции сделал и я. Как выяснилось, все оказалось не так радужно, как мне ожидалось. Во-первых, светодиоды регулярно перегорали, и их приходилось заменять. Во-вторых, засветка шаров, конечно, имела место быть, но была какой-то очень бледной, по сравнению с трассерными насадками, конечно. Я тяжело вздыхал и с завистью глядел на владельцев трассерных насадок, купить которые мне не подписывала жаба, и напряженно морщил мозг, тяжело вздыхая и ища какое-то решение. И решение таки нашлось. Вот здесь у меня корпус цимоглопа с камерой хоп-апа. Визуально роль нозла будет выполнять трубочка 6-миллиметровая. Здесь сейчас, соответственно, стоит магазин, в котором шарик упирается в этот самый нозл. Значит, по инструкции, которую я смотрел, светодиоды должны стоять вот так вот, с обоих сторон. То есть здесь и здесь. И светить они должны своим, там линза стоит, светить своим пучком должны на нозл, а не на шар. Соответственно, действие света ультрафиолетового на шар происходит только тогда, когда нозл отходит назад, сюда подается шар, этот шар попадает под ультрафиолет, засвечивается, нозл его заталкивает в стволик и происходит выстрел. Я секундомером не сидел, но этого времени явно слишком мало, чтобы шар засветился как следует. Если мы вспомним любые другие камеры хоп-апа, там есть замечательная вещь – шахта. Я имею в виду привода обычные, там АК, М-ки. Так вот, там стоят светодиоды в шахте. И замечательно подсвечивают шары, пока они не подадутся именно в камеру хоп-апа. Но здесь у нас шахты нет, соответственно, надо что-то придумывать. И таки я придумал. Надо светодиоды ставить не вот так, как по инструкции было сказано, а под углом, вот под таким, чтобы пучок линзы светил на шар, который у тебя в магазине стоит. То есть вот на этот верхний, который здесь сейчас торчит шар. С обоих сторон вот так вот должны стоять светодиоды. Результат этого, вроде бы небольшого изменения, привел меня в полный восторг. Засвеченный шар было видно хорошо даже в освещенной комнате, не говоря уже о полигоне CQB, который постоянно в полумраке. Вот сейчас вот так вот сделанный, соответственно, пистолет под углом. Стоят светодиоды с обоих сторон. И можно посмотреть прямо сейчас, насколько хорошо они работают. Сложновато поймать фокус в темноте. В общем-то, можете мне поверить, что светится шар просто улетно, и также свет попадает на того, который идет вслед за ним. Да, еще забыл упомянуть один моментик. Значит, у меня сейчас стоят светодиоды на 3 примерно вольта, 3,2, 3,5, 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
Значит, выключатель я сделал здесь, вот микропереключатель прямо после резистора. Соответственно, на 8-вольтовый резистор при параллельном непоследовательном подключении, значит, резистор 130 Ом. Если делать подключение последовательное, как говорят все калькуляторы разнообразные, то на втором светодиоде будет 3 вольта, а на первом примерно 4. Собственно, поэтому они у меня и выгорали раньше, прежде чем я не догадался сделать подключение параллельным. На параллельном подключении все нормально, 3 вольта примерно на светодиоде. Значит, на моем блоке, с которым я бегаю, я сделал выключатель, вот вместо предохранителя я сделал, значит, переключатель, как он называется, двухпозиционный. По габаритам примерно подходит, соответственно, я сюда его и вклеил. Помучиться, конечно, пришлось, потому что место, мягко говоря, очень сложное для доступа, но тем не менее результат, что у тебя включена подсветка и выключена, ты контролируешь, не раскрывая, не снимая слайд. Вот. На этом прощаюсь. Всего доброго. Надеюсь, кто-нибудь сделает красиво и будет доволен и счастлив.